Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами еще одна постоянная моя клиентка. Эти ногти на канале уже были, не в одном ролике, вы с ними уже знакомы. Будем делать на них коррекцию. Сегодня мы решили с клиенткой сделать выкладной белый френчик. И для того, чтобы заложить белый кончик выкладного френча, я очень сильно заужаю свободный край. Для того, чтобы бока у меня потом состояли из белого материала. Заужаю свободный край, снимаю основную массу материала с ноготочка, собираю всю стрессовую зону в плоскую площадочку, потому что стрессовую зону буду выкладывать тоже заново, и уже начинаю выкладку. Гелем-желе выстраиваю язычок своего будущего удлинения. Именно от этого зависит, какая форма удлинения у меня будет в конечном итоге. Здесь главное проследить за тем, чтобы у нас получился так называемый нависающий козыречек, чтобы у нас верхняя часть камуфляжа нависала над нижним, и тогда у нас получится красивая чистая линия улыбочки. Ссылочки на все используемые материалы, как обычно, оставлю вам в описании. Далее при помощи замеса выстраиваю окончательно высоту своего будущего удлинения. То есть в данном случае вот эту вот часть, которая имитирует ногтевое ложе нашего ноготочка, нам нужно выстроить полностью на готовность. Ничем уже дополнительно мы это все достраивать не будем, и стык улыбочки никакой прозрачкой перекрывать мы тоже не будем. Потому что когда мы перекрываем линию улыбочки прозрачкой, у нас получается искажение, а плюс к тому прозрачка имеет некоторый оттенок в основном всегда, поэтому она добавляет этот оттенок белому цвету, и белый цвет тоже искажается. Поэтому вот такая вот техника выкладывания френча в стык с удлинением, она считается лучшей техникой. Но так выкладываются, в принципе, не только белые френчи, но и все френчи, которые я делаю. Я работаю именно в такой технике. Итак, мы опилили свои удлинения, и теперь на оставшуюся часть достраиваем белый кончик. Белый кончик достраиваем таким образом, чтобы компенсировать те запиленные бока, которые мы сделали изначально. После того, как мы хорошенечко просушили весь материал, переходим к опилу. Сначала фрезой на грязную выпиливаем основную массу нашей работы, а потом уже пилочкой добиваем это все до идеала.
Не забываем фрезой убрать изнутри весь камуфляж, который мы там оставили. И у нас получается, что и снаружи, и изнутри нашего ноготочка красивый белый кончик, потому что весь камуфляжик мы отсюда удаляем. Покрываем ноготочки финишным покрытием и переходим к лепке. В данном случае мы будем лепить при помощи акрила. Давно у меня на канале просили именно акриловую лепку, так вот, акриловая лепка. В принципе, акриловая лепка мало чем отличается от гелевой, кроме материала и конкретно использованием этого материала. То есть нам необходимо просто уметь работать акрилом. Для того, чтобы уметь работать акрилом, вам необходимо уметь набирать шарики акриловой пудры нужной вам влажности. То есть либо более влажные, либо более сухие, в зависимости от того, какую работу вы планируете делать. Ну и, конечно же, вам необходимо улавливать тот момент, когда акрил можно начинать деформировать непосредственно в лепесточек. То есть не сразу акриловый шарик можно лепить, его нужно слегка прихватить. Он должен потерять глянец, стать матовым, и только тогда акриловый шарик можно начинать именно разлепливать в то, что вам необходимо. Больше ничего сложного в акриловой лепке нет, поэтому если у вас есть желание, приобретите себе акрил, приобретите мономер, потому что это двухкомпонентная система, здесь нужен акриловая пудра и ликвид, или мономер, это жидкость такая. И посидите, поиграйтесь на типсах, потому что если вы умеете лепить гелем, то вы умеете лепить акрилом, точно так же и наоборот. Если вы умеете лепить акрилом, то ничего сложного в гелевой лепке для вас тоже не будет. Если же вы не умеете лепить ничем, то научитесь лепить хотя бы чем-нибудь, и тогда никаких сложностей с обеими материалами у вас тоже не возникнет. Мы же тем временем собираем для себя цветочек такой вот фантазийный. Никакого названия у этого цветочка нет, как он называется, понятия не имею. Опять же, именно для этой клиентки я делала крестик с объемными розами, которые вы видели на канале, поэтому эта лепочка, это к крестику, собственно говоря, лепится. То есть у нас получилось, что не украшение мы к ногтям делали, а ногти к украшению. Поэтому мы используем те же самые оттенки акрила, которыми я лепила розы на крестике, и стараемся собрать что-то более-менее похожее. Розы мы делать не захотели, но вот такой вот сложно компонованный цветочек из многих лепесточков у нас получился замечательный.
Итак, вот такая потрясающая красота в итоге у нас получилась. Надеюсь, вам было полезно, надеюсь, вам было интересно и вам все понравилось, поэтому не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Я же жду вас в новых уроках. Всем до новых встреч, пока!